На территории России сосредоточено множество природных достопримечательностей. Здесь расположены красоты, которые больше нигде не встречаются. Единственный недостаток – это их труднодоступность. Дело не только в том, что туризм как отрасль в государстве еще слабо развит. Многие удивительные объекты, такие как плато Путарана, спрятаны среди непроходимых лесов и горных хребтов. Добраться до Путаранского заповедника непросто. Сперва нужно попасть в ближайший город, которым является Норильск. Сюда можно приехать из Иркутска или Красноярска, а также прилететь на самолете из Москвы или других городов. Автомобильных дорог до плато нет, поэтому добраться туда можно только на снегоходах, вертолете или катамаранах. Самый простой и быстрый способ – это, конечно, на вертолете. Но позволить такую роскошь может себе далеко не каждый. Плато Путарана в Сибири – это горный массив и уникальный природный заповедник одновременно. Его территория поистине огромная, здесь расположено около 9000 озер и водопадов, являющихся одними из наиболее высоких в России. Главная особенность плато – это отсутствие вершины. Именно горой без вершины плато Путарана издревле называли жители окрестных поселений. Примерно 250 миллионов лет назад здесь действовал крупнейший стратовулкан. Его деятельность была настолько разрушительной, что на огромной территории погибло до 70% животных. Катастрофу назвали Великим Пермским вымиранием. В истории планеты таких биологических катаклизмов было 5. Зато родился неповторимый ландшафт. Холодный климат повлиял и на животных. Самые распространенные обитатели здешних мест – олени, лоси и куропатки. А такие виды, как черный журавль, снежный баран и горный гусь, являются исчезающими и находятся под охраной. Те, кто сумел посетить плато Путарана и сделал фото этих животных, являются поистине счастливчиками. На территории сибирского плато Путарана имеется множество разнообразных каньонов. Некоторые из них имеют отвесные скалы высотой в несколько десятков, а то и сотен метров. Есть здесь и участки, которые, по мнению туристов, напоминают норвежские фьорды. Если говорить о растительности, то на территории Путаранского заповедника ярко прослеживается природная зональность. Так, на нижнем ярусе массива произрастают лиственные леса, преимущественно березовые и еловые. Чем выше, тем больше наблюдается тундровая растительность, а на самом плато ландшафт напоминает северные земли. Путаранский заповедник находится на севере, поэтому климат здесь соответствующий, холодный и суровый. Лето короткое и длится всего несколько месяцев, с июня до августа. Осени и весны как сезонов на плато нет, они пролетают буквально мгновенно. Самый благоприятный месяц для путешествий – июль. В это время температура может подниматься до плюс 12 градусов по Цельсию. Но стоит быть готовым к постоянным ветрам. В остальные месяцы на плато Путарана погода менее привлекательная для туризма. Даже в апреле столбик термометра может опускаться до минус 40 градусов. Лед в этом регионе сходит аж во второй декаде июля и уже в сентябре появляется снова. Снежный покров большой, до 4 метров. Первый снег, как и дождь, может выпасть совсем внезапно. Даже летом температура ночью опускается до 5 градусов, поэтому теплые вещи обязательны. Обувь тоже должна быть качественной, с прочной подошвой. Не лишним будет запасная пара. С собой обязательно нужно взять навигатор, дополнительные батарейки, спутниковую связь и аптечку. Перед поездкой желательно оформить медицинскую страховку, а также встать на учет в спасательной службе, указав маршрут своего передвижения.
Если через оговоренные сроки ваша группа не выйдет на связь, то будет начата поисковая операция. Отправляясь на плато Путарана, нужно здраво оценивать свою физическую подготовку. Походные нагрузки значительно выше, чем в обычной жизни. В отличие от туристических баз, на самом плато жить негде. Поэтому без палаток и всего необходимого снаряжения не обойтись. Воду и еду следует заготавливать в расчете на то время, которое будет затрачено на путешествие. Желательно взять немного провизии про запас, рассчитывать на найденные грибы, ягоды и другую пищу, добыть которую в теории можно в процессе похода, не стоит. Летом в регионе полно комаров, поэтому палатки должны быть с москитной сеткой, также не нужно забывать и про репелленты. Местные озера – отличное место не только для любования водной поверхностью, но и для рыбной ловли. Из-за своей доступности, привлекательными для такого вида отдыха являются озера Собачья, Хантайская, Лама и Кита. Здесь можно поймать налима, тугуна, сига, хариуса. Реки и озера, непревзойденные горные вершины, глубокие каньоны и величественные водопады, многовековые деревья и олени стада, плато Путарана есть чем гордиться. Конечно, путешествие сюда нельзя назвать доступным. Однако накопить денег и отправиться навстречу неизведанному и таинственному краю все же стоит.